Всем привет! Вы на канале Пользы.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, мы с вами будем обсуждать Xiaomi Redmi K50 Ultra. Это не K50, это не K50 Pro, все это было у меня на канале. Эта штука максимально гиперкрутая. Почему? Потому что они сюда прицепили лейбл Mercedes. Вход сейчас пишется специально на iPhone 13 Pro Max с родовским микрофоном. Максимально здесь шумно. Это раз. Два. Помимо родовского микрофона сейчас вы услышите, как микрофон у айфона будет работать. Он у него направленный. Здесь направленного микрофона нет. Девайс очуменный. Ну, как всегда, супер шик блеск экран, супер шик блеск стабилизация и съемка. Мне нравится. Смотрите сами. Ну, а теперь вы можете слышать на том же расстоянии. Я также громко говорю, как без родовских микрофонов отрабатывает iPhone 13 Pro Max в плане микро. Про iPhone забыли, здесь будет много примеров фото и видео для этого девайса, смотрим. Ну а теперь съемка ведется уже на K50 Ultra. Вот сейчас вы слышите, как у него отрабатывают микрофоны, сейчас вы видите, как картинка у него отрабатывает, потому что, ну, по мне, он в 4К 60 FPS снимает более чем. Он сейчас зафиксирован на стабе и максимально классно, по мне, он держит картинку. Может быть, вам чем-то это дело не понравится. Что можно сказать про этот Redmi? Он прародитель чертовой тучи линейки от Xiaomi. Разумеется, это Xiaomi, разумеется, это MIUI, разумеется, миллион баллов в Antutu. Очень классно играть, никаких вам водопадов. Внешний вид бомбезный, на то и значок Мерседеса, плюс-40% стоимости. Мне понравилось все. Стоит ли он своих денег или нет, вы узнаете, разумеется, в ролике, как и результаты всех тестов. Море примеров видео и фото. Смотрим. Распаковка. Данный смартфон поставляется в плотной коробке. Коробка пришла с слегка помятыми углами, упаковано все как всегда хорошо. В комплекте мы имеем силиконовый чехол, сам смартфон, ключ для извлечения слота. К слову, слот на 2 сим-карты, а карту памяти запихать сюда нельзя. За что минус. С одной стороны, с другой стороны памяти здесь хватает. Далее есть кабель USB Type-C и блок питания на бодрые 120 Вт. Хотя видали мы и на 200 Вт уже. Смартфон весит 207 граммов, а габариты его следующие: 163 на 76 на 9,2 мм и 10,7 мм с блоком камер. Тоненький он. В стоке нет русского языка, что для Xiaomi стандартно. Вспоминаем BBK, там у них есть даже в китайских версиях смартфонов. Розыгрыши моря, читаем описание, какие сейчас актуальны. Напоминаю, что разыгрывается iPhone 14, 11, 11 и плюс помимо этого 5 Mi Band 6 серии. Я разыгрываю за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Какие еще девайсы разыгрываются, смотрите описание. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же непосредственно к смартфону. Полетели. У меня на руках версия коллаборация с Mercedes. И, к слову, у меня есть на канале обзор на K50, который тоже был выполнен в таком же стиле. Помимо этого варианта есть еще 3 варианта расцветки. Это черный, серый и синий. Дизайн устройства очень привлекательный и, как по мне, он хорош даже без коллаба. Тыльная часть выполнена из стекла, рамки пластмассовые и с фронта экран покрыт Corning Gorilla Glass Victus. Правда, непривычно, что за такие деньги рамки пластиковые. Но ладно, в руке без чехла лежит удобно, пользоваться одной рукой можно без проблем, и данную модель я, к счастью, не ронял, как K50. Тыльная часть не марка, что хорошо. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, что, конечно, фейл. Далее есть микрофоны, 2 основных динамика и 1 разговорный. Звучание здесь стерео, и оно приятное. Dolby Atmos на борту, как и сертификация HRS Audio и HRS Audio Wireless. ИК-порт в наличии, а вот мини-джек отсутствует. Триггеров, к слову, я не обнаружил, что для меня легкое удивление, потому что вроде бы это игровой смартфон на все 100. Летим дальше. Смартфон оснащен OLED-дисплеем на 6,67 дюйма с нестандартным разрешением 2712 на 1220 пикселей, такое вот 1,5К. Матрица экрана абсолютно плоская, плотность пикселей 446 ppi, что отлично. HDR10+ и Dolby Vision поддерживается, как и технология MEMC. Санскрин версии 3.0 и SGS защита от синего цвета. Контрастность 5 миллионов к 1, пиковая яркость 1200 нит. При прямом попадании света на экран яркости в целом достаточно. Вглядываться не приходится, хотя и поярче экраны у топов встречал. Намного ярче. Вспоминаем Samsung. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, также есть режим автовыбора. Тач на 480 Гц, и это не космос. Результат теста на частоту дискретизации касания вы можете наблюдать на экране. Показатели
шима вы можете также наблюдать на экране. Результат средний, и лично у меня глаза от экрана не уставали, если не сказать, что хороший. Автояркость корректная и хорошо подстраивается под освещение, так как установлен датчик освещенности на 360 градусов. Полноценный Always On дисплей, разумеется, на борту. Далее мультитач на борту и берет все 10 пальцев. И здесь я хотел бы отдельно отметить защитную пленку. Она здесь просто с великолепным олеофобным покрытием. Я такого вообще ни разу не встречал. Такое ощущение, что пальцем вводишь по самому экрану. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев под экраном и распознаванием лица. Сканер отпечатка пальцев работает хорошо и довольно быстро. Распознавание лица срабатывает стабильно, хорошо и даже под углом. Подбородка нет, за что отдельный плюс. В целом экран хороший, цветопередача отличная, интерфейс плавный. Летим дальше. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 с техпроцессором 4 нанометра и 8 ядрами, максимальная частота которого 3,2 ГГц. Графический процессор Adreno 730, интерфейс MIUI версии 13 и Android 12 версии. Оперативная память LPDDR5 и доступна на выбор 8 и 12 ГБ. Виртуальное расширение, как всегда, на борту. Но напоминаю, что данная функция никак не влияет на работу устройства, во всяком случае по моим наблюдениям. Внутренняя память UFS версии 3.1 на выбор 128, 256 и 512 ГБ. Имеется поддержка Wi-Fi 6 версии, поддержка 5G сетей, что не для всех из нас актуально. Для 4G есть Band 7 на борту, а вот 20 нет. При этом сеть мобильную ловит хорошо. Звучание при звонках отличное, микрофон и датчик приближения не подводил. Запись разговора в стоке есть и без уведомления собеседника о начале записи разговора. Вибромоторчик отличный и тактильно приятный. Bluetooth версии 5.2, хотелось бы 5.3. NFC поддерживается и MirPay встает без проблем. Далее GPS-тест показывает точность до 3 метров в городских условиях. Емкость аккумулятора 5000 мАч. В PC-марке в тесте Walk Performance смартфон выдал 13 тысяч. Смартфон поддерживает быструю зарядку на 120 Вт, беспроводной зарядки нет. Заряжается от 0 до 50 за 12 минут, от 0 до сотки за 21 минуту, что очень даже быстро. В играх в среднем уходит самое интересное, где-то 16% PUBG, вот так, и около 19% в Genshin Impact. Все остальное плюс-минус 20%. Играть в него нереально кайфово, прямой экран, никаких лагов, никаких фризов, максималочки. В общем, меня он порадовал. Нереально, не каждый игровой смартфон меня так радовал, как этот. Из датчиков на борту, помимо перечисленных выше, также есть еще акселерометр, компас, гироскоп, шагомер, геомагнитный датчик, датчик силы тяжести и датчик цветовой температуры. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит не совсем с радужными показателями, но неплохо. Тест я проводил, разумеется, на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench 5 в сингл-коре 1304, в мультикоре 4187, 3D Mark показал Slingshot Extreme на максимум, Wildlife стресс-тест 10574 балла, Wildlife на максимум, Wildlife Extreme стресс-тест 2753 и Wildlife Extreme 2771. Вантуту выдал 1 миллион 70 тысяч попугаев, что неудивительно. Storage-тест показал хорошие 74 тысячи, скажем так, надежные. Стресс-тест прошел, и результаты вы видите на экране. Не сказал бы, что он мега крутой, но вот так. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и двойной LED вспышки. Основной сенсор от Samsung на 108 мегапикселей со светосилой f на 1.6, а также оптической стабилизации. Сверхширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов и макромодуль на 2 мегапикселя. Цифровая стабилизация также на борту, запись видео доступна максимум в 4К 60 FPS. Блок камер может похвастаться как цифровым, так и оптическим зумом, панорамной съемкой, автофокусом, серийной съемкой, HDR режимом, распознаванием лиц, Pro режимом, режимом блокировки фокусировки на объекте и так далее. Фронтальный сенсор от Sony на 20 мегапикселей находится по центру верхней части экрана в небольшом вырезе. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 60 fps. Как по мне, камеры показали себя более чем достойно, что основная, что фронтальная. Цвета передают насыщенно, но не сильно перекручивают. Со светом справляются неплохо, картинка плавная благодаря стабилизации как на основном, так и на фронталке. Из минусов отмечу, что картинка сама слегка подфризивает иногда. Короткие примеры вы сейчас увидите. Основная камера 4К 60 fps, и самое любимое, что можно снимать, конечно же, это мандаринки на улице города. Вот так, если вы будете снимать против солнца. И вроде бы не игровой смарт, правда? Хотя нет, есть подтормаживание при съемке, и 8К нету. Но в целом меня радует камера, прям радует. Фронталка, съемка ночью и, разумеется, один сплошной шум. Не будем расстраивать YouTube и делать вид, что все хорошо, роллинг шаттера нет, но ночью снимать смысла нет, потому что пиксель на пикселе.
Хотя, к слову, подсветка радует, то есть можно даже в абсолютной темноте снимать, все равно будет все гуд. 4К 60 FPS, первые лучи солнца, и вот так все это выглядит на К50 Ультра. Но он хотя и не про съемку, съемка здесь очень даже хороша по мне. Немного бухты на расцвете, и уже, да, кто-то скатался встречать рассвет на яхточке. Против солнца, съемка 4К. Без HDR, 4К 60 FPS. С HDR возможно только 4К 30 FPS. Если видите разницу, значит у вас великолепный монитор и YouTube стал лучше работать. Немного съемки при искусственном освещении. ТЦ. Неплохо. Мини-тест на корабле. Еще не двинулись. И вот это все, по большому счету, осуществляет развлекательные покатушки. Ультраширик максимум 1080p 30 fps. Те же условия. Так вас будут развлекать. 4К 60 fps. Немного основной камеры. Движение. 4К 60 fps, водопад, возможно, да, вы скорее всего видите радугу. Максимум X6. Но X6 не особо приятно, а вот, допустим, под X3 неплохо. Вот X1. Все, конечно, безумно рады водопаду. Ради этого и плыли. Почти час. Ближе, мне кажется, уже не подплывем. 4К 60 fps. Водопад. Выглядит, конечно, хорошо. Фото максимум X10. Так же, как и... Да, видео X6 и печально. X10 фото приличнее намного. Немного двойного видео. Менять нельзя. Паузу можно ставить. Менять в плане положений. Можно. Отлично. Видите, как я вас дезинформировал. Наоборот. И вот так. Есть. Вот это супер. Ощущаете? Xiaomi-то. Топов. Немного фронталки. Великолепного водопада, ради которого вы будете плыть сюда час. Ну и все. Это, в принципе, вся миссия. 4К 60 fps и немного легкого заката из бухты с лодки. 4К 60 fps, немного примера съемки просто на месте. Телефон я опер на твердый предмет, но не стаб. Вот так вы сможете на его снимать. Местные лавки, мастерские, всякие штучки. Вот такие всякие штуки надо, получается, часть из Китая, а часть местная. Такие прикольные штуковины. HDR, 4К 30 fps. И вот такая вот съемка. С двух рук. 4К 60 fps, съемка с двух рук. И вот так против солнца. Минусы: нет возможности расширить внутреннюю память, нет мини-джека, нет триггеров, ну и ценник он прямо веселый. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Напоминаю, что сейчас идет распродажа 11.11. И, разумеется, если из того, что интересного, я бы вам посоветовал, Realme GT 2 Pro за 26 тысяч сейчас продается на Алишке в телеге скидок. Опять же, по ссылке в описании можете посмотреть. Веселый еще Realme Q5 Pro продается за 16. Это на момент издания ролика. Вполне
вполне возможно, может быть еще дешевле. Пролистайте ленту, посмотрите, я думаю, вы будете приятно удивлены. И надеюсь, что к числу 11-13 цены станут еще ниже, если не прыгнет курс. Всем, кто посмотрел ролик, огромное спасибо. Кто оставит комментарий, 2 раза спасибо. Напоминаю, что комментарии засчитываются YouTube от 5 слов. Если вы хотите помочь проекту, оставляйте. И что такие не хайповые девайсы, как этот или IQO, который я для вас весь год обозреваю, согласитесь же, интересно. Напишите ваше мнение, продолжать или рассказывать только о брендах на слуху. И резюмировать я бы хотел довольно просто. На основную камеру 4К 60 FPS, уже вечер. Освещение здесь никакое теплое, позади меня абсолютная темнота. Микрофоны, разумеется, родные у Redmi K50 Ultra. Это игровой смарт, это топовый игровой смарт для китайского рынка, для фанатов AMG-шки, для фанатов Mercy и для фанатов Xiaomi. Насколько это грамотно приобретать такой девайс, но решать всегда вам. Это специфичная тема из разряда IQO 10 Pro или Oppo Find X5 Pro в китайской версии, не в глобалке. Или Vivo X80 или X80 Pro также не в глобалке. Девайс мне понравился. Всем, кому интересен подобный формат, ставим лайк, пишем в комментах, чтобы вы еще хотели увидеть на обзор. Огромное спасибо всем, кто оставит любой комментарий. Напоминаю, не меньше 5 слов, иначе YouTube считает это все дело спамом. Мне Redmi и Xiaomi безумно нравятся в премиум-сегменте за съемку. Всем добра, девайсу для фанатов, да? Добра и удачи вам, дорогие друзья.